Здравствуйте, раки! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю. Неделя с 2 по 8 февраля. Давайте посмотрим, что же наших раков ожидает, какие вам карты сегодня выпадут и что непосредственно у вас произойдет интересного, на что вам следует рассчитывать, да, на этой неделе. Напоминаю, что это общий таро-прогноз, что он не личный, он не персональный. Надеюсь, большинству из вас он подойдет и окажется полезным, поэтому пишите в ваших комментариях, отзывах, насколько вам видео подходит. Также можете подписаться, если вы еще не подписаны на мой YouTube канал. Я также буду очень и очень вам за это признательна. Итак, расклад с понедельника по воскресенье. И на каждый день недели мы достанем по одной карте отдельной и посмотрим на те сочетания, соответственно, карт, которые у вас получатся из этих двух колод. Итак, давайте посмотрим, раки, что же у вас происходит на следующей неделе. Следующая неделя. Понедельник. Вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Итак, что здесь у нас есть? У нас есть карта двойка кубков. Первая карта, которая у вас здесь выпала. Карта двойка кубков. И здесь, кстати, видите, с пятеркой пентаклей выпадает она. То есть у вас могут быть какие-то переживания, связанные с вашей второй половинкой, может быть, с вашим ребенком. То есть здесь по пятерке пентаклей ощущение какого-то, знаете, как недопонимания или чувство, что вас оставили без внимания должного, вам бы хотелось этого внимания. Может быть, у вашей второй половинки какие-то здесь возникают сложности, трудности, может быть, материального плана, вам хочется помочь человеку. То есть в целом какие-то неприятности, к сожалению, могут произойти. И здесь вам приходится, может быть, помогать, да, решать эти неприятности. Давайте посмотрим следующую карту. Карта четверка мечей, карта паузы, необходимой остановки, которую вы можете делать. И тут же тройка мечей. Карта, знаете, какого-то вот переживания, может быть, разбитого сердца, волнения и тревог, которые у вас может быть возникают, соответственно, во вторник. То есть здесь может быть ощущение по тройке мечей, что вот какой-то конфликт возник или какие-то неприятности, которые разбивают вам сердце. Вы не знаете, как вам действовать, поэтому занимаете такую выжидательную позицию, делаете паузу пока что, да, пытаетесь излечить свою душу, свое сердце, может быть. То есть в целом стараетесь здесь успокоить себя. Дальше карта двойка мечей. Тоже, по сути, знаете, как ситуация такой усредненной позиции, когда вы стараетесь не принимать резких каких-то решений, действий не выполнять. То есть вы можете здесь сдерживать и свои чувства, и эмоции в отношении близкого или любимого человека. В целом быть достаточно стойкими по карте двойка мечей. Возможно, даже вы здесь как будто показываете, что я вот себя ограждаю, оберегаю, девятка жезлов, от каких-то посягательств извне. Возможно, вы здесь готовы себя защищать, чтобы не ранить себя эмоционально, чтобы защитить, может быть, опять-таки свою семью или своих близких. То есть вы стараетесь здесь сохранять такое спокойствие, по крайней мере, видимое спокойствие. Да, здесь также может быть еще и проявление какого-то упрямства в том, чтобы проявлять эмоции. То есть не хотите показывать, что вас что-то беспокоит. Делаете вид, что вы этого не замечаете или что вас это не касается. Карта туза мечей. Следующая карта — это как необходимость решать определенные проблемы, которые у вас возникают, соответственно, в четверг, может быть, даже в среду это уже происходит. Да? То есть по тузу мечей необходимость решить какую-то проблему, необходимость здесь вести себя смело и решительно. Вам нужно здесь будет найти какой-то компромисс, вам нужно будет здесь с кем-то договориться по карте умеренность. Возможно, вам нужно будет здесь, карта умеренность, прийти к какому-то решению с близким человеком, может быть, с другом, да, или с кем вы здесь имеете отношения, туз мечей. То есть вам должна прийти какая-то идея, как можно в этой ситуации поступить, какое решение будет наиболее оправданным, и это приводит к ощущению вот такого вот спокойствия, наконец-то, что да, вот я нашел или нашла решение. Карта семерка жезлов, необходимость
преодолеть препятствия и сложности, которые у вас есть в пятницу, может быть, как-то физически даже над чем-то здесь поработать, но также и двойка кубков, карта, которая была у вас первая здесь. То есть здесь могут возникать разногласия в паре, здесь может быть по этой ситуация, где вы постараетесь справиться с какой-то критикой со стороны вашего партнера, допустим, или со стороны ваших детей, раки. Обратите внимание. Возможно, вы здесь стараетесь каким-то образом решить проблемы в отношениях, да, преодолеть трудности в отношениях, несмотря на там, упреки других или на то, что кто-то пытается здесь палки в колеса ставить или как-то этим отношениям мешать. Такое тоже может быть. То есть если какие-то недоброжелатели есть, да, по отношению к вашей второй половинке. Карта сила, карта знака лев, возможно, общение с человеком знака лев, который у вас есть на выходные дни. Тут же 8 пентаклей в целом. Ощущение, вот знаете, успеха, который у вас есть от общения с людьми, да, на которых вы хотите оказывать влияние в целом. Здесь удача может быть и в плане работы, потому что вы здесь достаточно активные будете, вы будете достаточно сильны и в таком приподнятом настроении, то есть вы будете верить, что у вас все получится, такой эмоциональный подъем. И по 8 пентаклей он приводит вас к успеху, да, в вашей работе, в ваших делах, соответственно, по этой карте. И дальше еще и 10 кубков. Карта счастья, карта семейного счастья, душевного благополучия, за свое счастье в целом. То есть, достаточно хорошая, замечательная такая карта, которая у вас выпадает на выходной день, и страшный суд. Возможно, кто-то возвращается к вам из ваших близких или с кем-то вы видитесь, кого давно не видели. Также здесь может быть ситуация по страшному суду важного выбора, который здесь делается касаемо кого-то из ваших близких или любимых. Вы можете что-то поменять в отношении этого человека, как будто переродиться, переосмыслить какие-то вещи. Также может быть и успех в делах, да, который происходит у кого-то из ваших близких, но вас он очень сильно радует, к примеру. То есть страшный суд тоже успех, получение желаемого, получение того, что вы хотите в конце концов. Может быть, вы получаете то, что вы заслуживаете здесь по 10 кубков, потому что эта карта страшного суда показывает, вы получаете тот результат, на который вы рассчитывали, возможно, то, чего вы хотели. И то, о чем вы просили, может быть, да, высшие силы какие-то, и это у вас происходит здесь на выходные дни. То есть ситуация к выходным дням однозначно улучшается, да, становится значительно лучше, чем это будет, возможно, в начале недели. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для раков мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого!